Самый большой трактор в истории марки Ford – это на самом деле не Ford. То, что в интернете и в полях встречается как Ford 1156, в действительности является разработкой канадской компании Versatile. Но так уж получилось, что этот гигант создателей своих пережил и в конце 80-х сменил прописку. Почему это произошло и что это вообще за машина, об этом мы сегодня и поговорим. Друзья, всем привет! Это 89-й выпуск серии Pro и тема сегодняшнего видео – трактор Ford Versatile 1156. Прежде чем мы начнем знакомиться с этой машиной, хочется попробовать распутать клубок североамериканской корпоративной истории, чтобы понять, в какое интересное время этот трактор родился и жил. Первый игрок – это, собственно, компания Versatile. Она основана в Канаде в 1963 году и с самого начала была заточена специально под производство тяжелых шарнирно-сочлененных полноприводных тракторов. О первой модели Versatile D100 я рассказывал вот в этом видео. Советую посмотреть. Второй игрок – объединенная американская компания Ford New Holland. Тракторное подразделение Ford берет свое начало в 1917 году под брендом Fordson, а New Holland основан еще раньше, в 1895, как фирма по производству прицепных сельскохозяйственных орудий. В 40-х New Holland была продана компании Sperry. В этот период под брендом New Holland наладили производство зерноуборочных машин. Затем при участии этого имени произошло еще несколько реорганизаций, а в 80-х New Holland попал в поле зрения Ford и был уже выкуплен им. С этого момента у тракторного подразделения Ford Motor Company были и собственные тракторы, и комбайны, и прицепные сельскохозяйственные машины. Но счастье будет неполным, если в модельном ряде вашей продукции отсутствует мощный полноприводный шарнирно-сочлененный трактор. Владельцы Ford, скорее всего, считали так же и в 1987 году выкупили канадскую компанию Versatile, которая к тому времени как раз переживала кризис. В результате сделки американцы получили всю линейку тяжелых канадских сельскохозяйственных машин, и с этого момента, пусть и ненадолго, Versatile стала частью корпоративной структуры Ford New Holland. Если говорить конкретно о тракторе, то дело было так. Базовый Versatile 1156 был представлен в 1986 году. Сделка между Ford и компанией Versatile состоялась весной 1987. После смены владельца канадские тракторы получили овальный логотип Ford и некоторое время сходили с конвейера в родных красно-желто-черных цветах. В 1988 году Versatile уже шел под маркой Ford Versatile, а с 1989 машины приобрели и традиционный сине-бело-черный окрас Ford и крупную надпись Ford на капоте. Так Versatile 1156 превратился в самый мощный трактор в истории бренда Ford. В качестве силовой установки на машине использовался промышленный шестицилиндровый дизель Cummins KTA 1150 мощностью 470 лошадиных сил. Его рабочий объем составлял 18,8 литра, а крутящий момент более 2000 ньютон-метров. Двигатель оснащался турбонаддувом, интеркулером и изначально разрабатывался для тяжелой карьерной техники и генераторных установок, так что к работе на тракторе он был полностью готов. Трансмиссия Ford Versatile механическая, с 8 передачами вперед и 4 назад. Диапазон скоростей движения в зависимости от выбранного режима составляет от 5 до 25 км в час. Дифференциалы и конечные передачи рассчитаны на использование двойных и тройных колес. По данным технических каталогов, колесная база Ford Versatile 1156 составляла 3,5 метра. Общая длина трактора чуть меньше 7 метров, а высота более 3. Масса базовой машины 11,6 тонны, а с балластом и на тройных колесах более 20. Запас топлива составлял 1500 литров. Этого хватало примерно на 24 часа непрерывной работы, что означает средний расход порядка 62,5 литров в час.
Кабина Ford Versatile 1156 относится к поколению Designation 6. Такая кабина применялась на всех стандартных тяжелых тракторах Versatile конца 80-х годов. В оснащение входили кондиционер, отопитель, амортизируемое сиденье, а также штатная аудиосистема с радиоприемником и кассетным проигрывателем. То есть уже в базе был заложен максимальный комфорт. Среди основных конкурентов можно выделить Case 9190, McConnell Mark 1000 и John Deere 8960. Кейс производился в Фарго, штат Северная Дакота, имел двигатель Cummins мощностью 525 лошадиных сил, 24-ступенчатую гидрофицированную коробку передач и весил 18,5 тонн. В данном классе он доминировал по тяге, но по цене был существенно дороже. McConnell Mark 1000 собирался в штате Северная Каролина, имел двигатель Detroit дизель мощностью 425 лошадиных сил, 12-ступенчатую коробку передач и массу 16,5 тонн. Продавался через дилерскую сеть Massey Ferguson и стоил около $130 тысяч. John Deere 8960 мог похвастаться возможностью выбора 24-ступенчатой или 12-ступенчатой коробки передач, двигателем мощностью 370 лошадиных сил и относительно невысокой ценой. Производился с 1989 по 1993 год. Параллельно с моделью 1156 Ford продолжал выпускать и другие свои машины. Например, Ford 2810 или Ford FW35. Был еще трактор Ford TW35. Он собирался в Бельгии. Отдельного упоминания заслуживают и компактные садовые машины Ford 1120 и 1220 японской сборки. В общем, компания старалась охватить все ниши. Ford Versatile 1156 продавался в Канаде, США и в Австралии. Он применялся в крупных хозяйствах для работы с 20-метровыми посевными комплексами, культиваторами, тяжелыми дисковыми борными и чизельными плугами. Суточная производительность на посеве достигала 400 гектаров. Средняя наработка до капитального ремонта по данным тематических форумов составляла около 10 тысяч моточасов. На рубеже 80-х и 90-х годов машина стоила $170 тысяч. Это была крайне высокая цена даже для крупных ферм, особенно на фоне все еще не до конца преодоленного аграрного кризиса. При этом точных цифр о количестве проданных тракторов модели 1156 нет, но известно, что в 1991 Ford Motor Company продала свое тракторное подразделение итальянской компании Fiat, и Ford Versatile 1156 в итоге с конвейера был снят. Новая объединенная компания получила название New Holland. Сегодня Ford Versatile 1156 считается достаточно редким. На его основе изготавливают масштабные модели, сувенирную продукцию и моды для компьютерных игр. Но несмотря на это, некоторые машины все еще можно увидеть в полях, на закрытии влаги, посеве культур и тяжелой обработке почвы. Для канадской компании Versatile он стал последней собственной разработкой. Для Ford – самым мощным трактором бренда, а для нас – еще одной страницей истории. На этом на сегодня все. Не забудьте подписаться. Всем счастья, радости, любви. Пока!